Всем привет! Продолжаем наш ознакомительный экскурс по приложению. Сегодня мы изучим вкладку «Заказ наряда», как она выглядит и что в себя включает. Значит, во вкладке «Заказ наряда» у нас отображается весь список текущих наших заказов, отображаются статусы заказов, отображаются сроки, и вся дополнительная информация по типу работ, по пациенту и какая лаборатория выполняет данную работу. Какие есть возможности на стороне врача? Врач на своей стороне может изменять статус работ, которые находятся в статусе «Отправлено» и в статусе «Сдано». Все иные статусы присваивает лаборатория. То есть лаборатория присваивает статус «в работе», «уточнение», «готово» и «отправлено». «Отправлено» – это значит, что работу отправили курьером в сторону клиники. После этого врач имеет возможность либо подтвердить сдачу пациенту и появляется статус «сдано», либо вернуть данную работу в лабораторию на переделку или на коррекцию. Также врач может менять время, имеется в виду дату сдачи работ, и вся хронология сохраняется. В случае изменения даты работ уведомление поступает непосредственно технику, который выполняет данную работу, и в чат переписки согласования работ. Очень удобно. Значит, врач также имеет возможность передать заказ наряд в другую лабораторию. Допустим, лаборатория взялась выполнять работу, бывает такое, что не смогла. Поэтому работа ставится в статус «отменен» и переводится в другую лабораторию. Весь архив без потери данных, одним нажатием кнопки архив переезжает к другому исполнителю. После того, как статус переведен в «Сдано», этот заказ-наряд может быть перемещен в архив, где будет храниться, для того, чтобы не мешать здесь в общем списке. И, собственно, давайте перейдем непосредственно к созданию заказ-наряда. Нажимаем клавишу «Новый заказ-наряд». У нас перед тем, как перейти к самому заказ-наряду, предлагается 7 форм. 7 форм видов работ, которые потенциально может выполнять клиника. Это коронки на культях, коронки на имплантатах, хирургические шаблоны, съемные протезы, работы все на 6, все на 4, ортодонтия и ортодонтические аппараты. И в зависимости от типа работ врач выбирает заказ-наряд, и сюда подтягиваются именно те вопросы, именно те поля, которые имеют непосредственное отношение к данному виду работ. Ничего лишнего. То есть, еще раз, когда врач переходит к заполнению заказ-наряда, ему предлагается 7 форм различных, и при выборе формы подставляется уже шаблон именно того заказ-наряда, который соответствует данному виду работ. Ну что ж, давайте попробуем сейчас протестировать его прямо в живом режиме. По основным полям давайте расскажу. Здесь выбирается лаборатория. Она по умолчанию в данном случае прописана как основная. Там в прошлом ролике я вам рассказывал, показывал, что при выборе лаборатории можем определить, какой вид работ будет выполнять та или иная лаборатория и какую лабораторию принять за основную. В данном случае у нас лаборатория основная уже закреплена. Далее поля пациента, фамилия, имя пациента, пол, ID. Хочется сказать, что фамилия, имя пациента остаются на стороне клиники. На стороне лаборатории увидим только ID пациента. Он будет сгенерирован автоматически после отправки заказ-наряда в лабораторию. Это сделано для того, чтобы избежать излишнего обмена
персональными данными. Далее непосредственно голосовой ввод. Хочется отметить, что ввод может быть как руками, так и голосом. Красным у нас сознательно отмечены та необходимая информация, те необходимые поля, которые обязательны к заполнению, без которых техник не сможет приступить к работе. Поэтому, нажимая на кнопку микрофона, дальше можно свободно, нет необходимости ее зажимать, просто однажды нажали и дальше можете пролистывать, если вдруг что-то запамятовали, что еще нужно проговорить, пролистывайте прям вот этот заказ на ряд и проговаривайте, проговаривайте, проговаривайте. После этого форма раскидывается и все красные поля становятся зелеными. Это помогает вам понять, что еще требуется добавить. Те поля, которые не являются обязательными, они не обозначены у нас, но они присутствуют, и врач их может, конечно же, заполнить. Также поле, что отправляется в лабораторию, что это оттиски, модели, сканы, регистраты прикуса, фотопротокол и прочее. Дата работы. И в конце непосредственно комментарий. Это первый комментарий, который дает врач, напутственные слова к выполнению работ. И дальше все это трансформируется в чат согласования работ. Здесь вся хронология будет сохранена. Мы на стороне техника позже это увидим. И вкладочка «Прикрепить из входящих» – это та самая вкладочка, которая позволяет нам прикрепить здесь сканы с интраорального сканера. Вот оно здесь вот таким образом выглядит. Так, ну давайте попробуем. Так, у нас пациент Иванов Николай. Дата на 15 августа. Зубки 21 циркон, 23 циркон, 35 36 временные. 21 23 цвет А3, 35 36 цвет А4. Отправляем в лабораторию сканы с интраорального сканера и фотопротокол. Проговорили и нажали еще раз микрофон, для того, чтобы все, что мы назвали, распозналось. Вот мы видим, что мы ничего не упустили, всю информацию необходимую мы назвали, и у нас раскидалось все по форме. Давайте проверим. Обязательно на стороне врача требуется проверить. Все-таки система автоматизирована, много раз перепроверена, но на всякий случай ответственность на стороне клиники, на стороне врача о корректности заполнения заказа наряда. 21-23 одиночные коронки у нас. 21-23 одиночные коронки. Он разбивает по группам. Если вдруг у нас во рту оказались разношерстные варианты и материала, и цвета, то он разбивает этот заказ на подгруппы, и каждая группа фигурирует и оттенок, и материал. Смотрим 21-23 диоксид циркония А3, полная анатомия. Если будет с нанесением, он здесь нам подставит с нанесением. Значит, 23 тоже диоксид циркония А3, полная анатомия. 35, если помните, у нас был пластик А4. 36 пластик А4. Все верно. Мы передали в лабораторию интраоральные сканы и передали фотографию и фотопротокол. Дата на 15 августа. Смотрим вверху. Фамилия, имя пациента Николай Иванов. Пол мужской он определил автоматически. Вот. Значит, ID будет сгенерирован при отправке. Далее. Вот здесь у нас две вкладочки, они, может быть, у нас визуально похожи. Прикрепить из входящих, это имеется в виду с интраоральных сканеров. И добавить это непосредственно либо мы со смартфона, либо мы со своего ноутбука, компьютера. Как раз таки фотопротокол, это что касается, это непосредственно с этой кнопки загружаем.
А сканы, которые у нас придут на почту нашего приложения, загружаются с этого. Вот мы обозначили. Можем посмотреть текст письма, который был прикреплен к этому скану, и прикрепить. Все, файл прикреплен. Хроника здесь у нас также существует. Вот в данном случае Игорь загрузил. Если сейчас Игорь удалит, у нас будет в хронике «Игорь удалил». Далее, здесь мы можем точно так же текстом, руками, либо голосом дать комментарий напутственный технику для приступления к выполнению работы. Ну, допустим. Василий, привет. Смотри, там пациент у нас, срочная работа, требуется выполнить качественно, ну, как обычно, без косяков. Если будут вопросы, задавай, я на связи. Постараюсь оперативно отвечать. Смотрим, что у нас здесь. Все нормально. Все нормально, распозналось. И мы готовы отправить этот заказ наряд в лабораторию. Для того, чтобы, ну, на всякий случай еще раз можем посмотреть, как этот заказ наряд будет выглядеть. Вот печатная форма PDF, заказ наряда. Вот наша формула, по которой раскидались зубки. Группа зуб такой-то, такой-то, цвет такой-то, материал такой-то. И что передали в лабораторию, дата сдачи работы и комментарий врача. Здесь фиксируется только первый комментарий врача. Вся остальная переписка далее сохраняется, но она в заказ наряд уже не ложится. Все, отправляем в лабораторию. Заказ наряд отправлен, и тут же у нас сформировался чат. Чат по этому заказу. Здесь мы далее уже получаем различные уведомления о том, что техник взял его в работу, не взял в работу. Соответственно, в списке заказ нарядов статус меняется. Если требует уточнения, то здесь все уточнения должны будут проходить у нас с вами. Чат организован как всем нам привычный Telegram или WhatsApp с возможностью закрепить в шапке какой-то файл, сделать на нем акцент, с возможностью прикрепить любые файлы. Также хочется отметить, что в заказ наряде, прямо внутри нашего заказ наряда существует возможность, я сейчас вам покажу на примере другого заказ наряда. Так, ну вот здесь, собственно, отмена заказ наряда, передача в другую лабораторию, например. А хотел показать вам, что у нас существует возможность просмотра 3D файлов непосредственно внутри приложения, без необходимости переходить в сторонние. Ну, это простенькие. Давайте загрузим, например, скан. Так, секундочку. Это потяжелей. Сейчас мы загрузим скан с интраорального сканера. Ну, опять же, чтобы вы увидели, как это выглядит. Здесь, во-первых, техник может оперативно посмотреть на качество скана, который направил врач. И врач может смотреть результаты моделировки. Можем подвернуть, как нам удобно. Есть достаточно удобные кнопочки линейки, есть автовращение. На телефоне особенно удобно, чтобы нажал автовращение и смотрим, как оно это у нас выглядит. Может быть черно-белый цвет, цветной. Вот таким образом это все выглядит. По заказ наряду, кажется, все. В следующем видео мы расскажем о личном кабинете техника и далее покажем, каким образом техник видит данный заказ наряд, каким образом техник меняет статусы заказ наряда и коммуницирует с врачом. Всем спасибо, хорошего дня.